Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал Easy Russian. И сегодня я решила рассказать вам о том, как найти силы, найти в себе желание жить. Я знаю, что это очень странное видео, и что вы никто не ожидаете от меня таких серьезных тем, но я решила сегодня рассказать о том, через что я прошла за последние несколько лет, поделиться с вами опытом, как я справилась с теми или иными проблемами. Ну, собственно, тема видео «Где взять силы для жизни». И для тех, кто изучает русский язык, это будет еще одно дополнительное видео, которое вы можете послушать и затем посмотреть субтитры на русском и на английском языках, чтобы, возможно, почерпнуть какие-то интересные фразы, новые слова. Поэтому, если вам интересно, оставайтесь со мной. Я сегодня очень-очень долго собиралась с мыслями, чтобы записать видео, потому что какое-то настроение, знаете, укрыться одеялом и уснуть. Но я взяла себя в руки, и я записываю это видео для вас сейчас. Возможно, это как-то поможет вам сейчас. И совершенно не зря я встала с кровати и записываю вам видео. Итак, самое первое, что я себе записала, это избегать эмоционального перегруза и недосыпа. Это очень важно, спать как минимум 6 часов. Лучше, конечно, 8 часов спать. В моем случае, когда я родила первого ребенка, ну и второго тоже, у меня был хронический недосып. Из-за этого, как я понимаю, в организме нарушается гормональный баланс, и вы постоянно чувствуете себя уставшим. Как у меня было. Я просыпаюсь утром, и я уже устала. Мне уже ничего не хочется делать. Я просто хочу спать целый день. И ни о каком вдохновении, ни о каком счастье, ни о какой радости вообще не может идти речь. Ты просто постоянно хочешь спать. И это ужасно. Вместо желания жить у тебя появляется апатия. Апатия ко всему вообще. Тебе ничего не хочется абсолютно. А эмоциональная перегрузка возникает тогда, когда у тебя висит какое-то дело, которое ты никак не можешь доделать. Вот для меня, например, это был вот какой-то из проектов, когда я делала сайт или когда я там новое видео хочу записать, я понимала, что я не справляюсь, что у меня просто нет физических сил и эмоциональных возможностей все это сделать. У меня еще есть одна плохая черта, я жуткий перфекционист. И когда я видела, что то, что я делаю, это не совсем perfect в моем понимании, то я ощущала чувство вины и этим только больше себя закапывала. Поэтому, что я вам хочу посоветовать, в такие моменты, когда вы чувствуете, что вы сейчас в очень плохом эмоциональном состоянии, это убирать ваш перфекционизм. Делать так, как вы сейчас можете. Вот, грубо говоря, как я сейчас, да, я села сейчас напротив камеры, я записываю это видео, хотя у меня абсолютная апатия сегодня весь день, я какая-то вся невыспавшаяся хожу, но я себя заставляю сейчас это делать, потому что я задвигаю свой перфекционизм таким образом, и я позволяю себе быть собой. И не всегда я бываю идеальной, да, я не идеальный человек, и мне приходится с этим мириться каждый день, и мне это дается очень тяжело, но без тренировок, без вот таких вот дел, которые вы делаете наперекор вашему перфекционизму, вы никогда из этого состояния не выберетесь, поверьте. Также еще к этому относятся встречи с трудными людьми. Например, у многих из вас, скорее всего, есть такие родственники, знаете, которые, с которыми вам приходится встречаться, с которыми вы не хотите видеться, но
вас заставляет это делать определенные обстоятельства. Например, вы идете к кому-то в гости, да, и там рядом с другими вашими родственниками или с друзьями находится тот человек, который вам очень неприятен. И когда вы общаетесь с таким человеком, ваша энергия уходит в ноль буквально за несколько минут. Поэтому если вы ловите себя в таком состоянии апатии, состоянии отсутствия энергии, лучше не ходите на такие встречи, не разговаривайте с энергетическими вампирами, с теми людьми, которые высасывают из вас энергию. Иначе вам будет потом очень сложно восстановиться. По себе тоже я знаю, например, есть такие люди в моей жизни, с которыми я иногда пообщаюсь, и потом я полдня прихожу в себя. Мне настолько плохо, из меня как будто высосали все силы. Вот есть такие люди, знаете, с которыми ты пообщался, и так тебе классно, ты вот на подъеме, на эмоциональном, ты хочешь горы свернуть, тебя этот человек вдохновляет. А вот такие люди, о которых я говорила ранее, это вот полная противоположность им. После встречи с ними вам хочется лечь и уснуть. В лучшем случае. И давайте второй пункт. Давай сейчас я тут разговорюсь. Это избегать сильно загруженных дней. Да. Мой опыт с работой — это когда я вообще не давала себе никаких выходных. Я работала очень длинный шифт, ну, то есть очень много часов подряд. И затем я приезжаю домой, у меня дети, то есть я начинаю общаться с детьми. После того, как я пообщалась с детьми, мне надо пообщаться с мужем, мне нужно приготовить покушать, мне нужно убраться в доме. Потом я ложусь спать, то есть у меня не было абсолютно времени на то, чтобы просто сесть и подумать вообще, какой сегодня день, какая сегодня погода за окном. Вот спросите себя, сегодня какая была погода? О чем вы сегодня думали вообще? О чем вы размышляли? Если вы не сможете себе ответить на эти простые вопросы, значит, что вы проживаете свой день либо в рабочем вакууме. То есть вы утром проснулись, да, вы нырнули в работу. Потом после работы вы нырнули в бытовуху, да, ну, грубо говоря, да, вы приехали домой и нырнули как бы вот в другой какой-то вот такой пузырь. И вашим мыслям, вашему вот этому вниманию, да, просто некуда смотреть, потому что вы постоянно его нагружаете. В особенности в наш век информационных технологий многие постоянно что-то смотрят, что-то читают в телефоне, Facebook, этот Инстаграм, чего только у нас нету. Потом приходим еще домой и начинаем смотреть сериалы, какие-то другие передачи, фильмы. И в конечном итоге год за годом вот это все проходит, и вы превращаетесь в человека, который даже не хочет себя слышать, точнее. Вы не хотите даже себя слышать. И очень многим страшно остаться наедине с собой. Вот это реально пугает. Потому что вы должны оставаться с собой. Человек был сотворен для того, чтобы творить, размышлять. Люди 100 лет назад, даже меньше, мне кажется, даже 50 лет назад, большую часть своего времени они проводили в размышлениях о жизни, о погоде. Величайшие самые произведения писателей, по крайней мере, русских классиков, были написаны во времена зимы, да, когда ничего нельзя было делать, никуда не поехать, да, и вот он сидел, размышлял целый день дома и творил. Поэтому чему мы удивляемся, когда мы из дома на работу, все коробка в коробке, потом в машину, потом свой мозг, грубо говоря, мы положили в него сериал, и все. И нас нет. Это просто как такой, знаете, набор каких-то
цифровых, оцифрованных схем у нас в голове. Но мы теряем себя. И человек, он не дурак, понимаете, он пытается вернуть себе, самого себя. Поэтому вы чувствуете себя хреново. Когда вы посмотрите там 125-ю серию какого-то популярного, не знаю, сериала, вы потом чувствуете себя как-то опустошенно. Замечали, наверное, да? Чувствуете себя хреново, потому что вы все дальше и дальше находитесь от настоящего себя. Так что, если вы вот это вот чувствуете, будто бы вы не на своем пути, будто то, что вы делаете, это не имеет никакого смысла, но вы чувствуете, что что-то не то, понаблюдайте в течение дня за тем, что вы делаете, что вы смотрите, что вы читаете. Это очень важно фильтровать все то, что входит в ваш мозг, для того, чтобы просто не сойти с ума. Да, даже здесь себе написала, я пишу сценарий и отвлекаюсь на Инстаграм. Да, это реально моя проблема, что я отвлекаюсь на Инстаграм, на эту соцсеть, я зависима от Инстаграма, вот реально. Я визуал, мне очень нравятся красивые картинки, красивые фотографии. Для себя я ставлю определенный таймер, после которого я просто не могу больше заходить в это приложение. И это очень помогает ставить таймер на определенные приложения, если у вас есть зависимость от телефона. Третье, да, что я написала себе, это делать каждый день хоть какой-то спорт. Да, в моем опыте это звучит смешно, но хотя бы 30 секунд постоять в планке раз или 2 раза в день, это уже считается за спорт, и он уже принесет свои плоды. Это звучит смешно, да, что какая-то планка, да, на 30 секунд в день может что-то изменить, но она реально меняет. И я сейчас не шучу, попробуйте. Самое главное не делать много, чтобы у вас там отвалились ноги и руки на следующий день. 30 секунд в планке. Все, этого достаточно. Четвертое, это для меня это пить витамины. Вот, ну и так как у меня СДВГ, это ADHD, да, то я пью те витамины, которые поддерживают мой организм в тонусе. Для меня это витамины группы В, магнезия, цинк, витамин D, витамин С. Но вы должны подобрать витамины под себя, обязательно пообщаться с вашим терапевтом, который поможет вам подобрать, сделать анализ, во-первых, а во-вторых, подобрать те витамины, которые необходимы именно вам. Пятое, опять же, это иметь время вне соцсетей, лежать и думать. Да, согласна с этим полностью, что пока вы не запускаете этот процесс мышления у себя в голове, вы не сможете из этого вырваться. Абсолютно никак. Итак, ребят, это было все на сегодня. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Оно вам обязательно поможет вырваться из вот этого кокона апатии, который так ласково и нежно обнял вас и никуда не отпускает. Я вас всех целую, ребят. У вас все получится. Я знаю, как это тяжело. В будущем я запишу подробное видео о том, что со мной происходило и как я из этого всего выкарабкивалась. Я просто сразу вам хочу сказать, что будет тяжело. Иногда вы не сможете это сделать без психолога, либо психотерапевта. В моем случае я избавилась от всего этого без антидепрессантов. Я никому не советую их пить. Это мое субъективное мнение, потому что нужно все равно оставаться в сознании, не затуманенным вот этой вот всей пеленой. Ко всему, много американцев находятся в зависимости от антидепрессантов, от этих тяжелых препаратов, которые выписывают при anxiety и при депрессии. Я смотрела очень много документальных фильмов о том, как эта зависимость просто рушила человеческие судьбы, но я согласна, что иногда невозможно выбраться из какой-либо ситуации без помощи медикаментов. В любом случае, я вам очень советую, если вы сейчас чувствуете себя плохо, грустно, если у вас есть мысли о суициде, обратитесь к психотерапевту, обратитесь в центр помощи, центр психологической помощи, потому что это серьезно, ребят. Я вас понимаю.
Я не из тех людей, которые скажут: ой, да, съешь шоколадку и все будет нормально. Я понимаю вас. Я понимаю, как вам плохо. Я тоже думала, что мне не будет лучше. Но, слава богу, постепенно, потихоньку я карабкаюсь по этой лестнице вверх к новой, к лучшей жизни. Я желаю вам того же, чтобы у вас все получилось, чтобы все у вас было хорошо. Я вас всех целую и обнимаю. До новых встреч. Пока-пока.